Всем привет, добро пожаловать на мой канал, с вами Николай. И сегодня я решился на такое, не то что решил снять спонтанное видео, потому что опять мне пришел вопрос: Николай, как же вы делаете вот такие вот лестницы, да, для ваших растений? Это куст он огромный, видите, лестница, да? Я специально их принес несколько, показать вам. Вот такие лестницы я делаю сам. Частично сам, частично покупаю уже готовый материал. Но часто у меня спрашивают, я каждый раз отвечаю, а отвечать достаточно долго. Поэтому думаю, лучше раз снять, показать, потом давать ссылку на то, как это делается. Так вот, друзья, почему я решил делать такие лестницы? Во-первых, на мой взгляд, это смотрится достаточно эстетично. Конечно, как говорится, на вкус и цвет. Были и критики моих лестниц в комментариях, что очень громоздко, но мне нравится. Мне не нравился вид растений, когда они были посажены вот на один вот такой вот столб. Да, то есть вот такой куст большой, посажен на один столб. Это было все действительно очень громоздко, растение было некрасиво оплетено, и я все не знал, как же мне переделать это и прийти к такому состоянию, чтобы это смотрелось более эстетично. И вот я придумал, вы знаете, я купил, объясняю, да, как уже делать, купил вот такие столбы кокосовые, они продаются в цветочных магазинах, я покупал в Леруа Мерлен, например. Мои, в данном случае, длина у них 1 метр у каждого. То есть есть и побольше при желании, если вы хотите какое-то супер огромное растение перевести на столбы. Да, вот на вот такие. То есть я купил вот такие 2 столба. После этого мы подбираем нужного нам размера горшок. Конечно, горшок должен быть крупный, потому что если вы поставите в маленький горшок, это будет действительно смотреться не очень эстетично. Но если вы поставите эти 2 столба в крупный горшок, как вот здесь, да, например, то смотрится это все достаточно красиво. Поэтому крупный экземпляр, имеющийся у вас, например, в ампельной форме, вы вполне его можете перевести на вот такую опору. Почему в целом стоит переводить на опору? Потому что, друзья, ампельные формы, например, сциндапсуса, да, или филодендрона, и вот тут у меня еще стоит вблизи, все, подкачу его, эпипремнум, да, вот такой Marble Queen красивейший. Посмотрите, какие у него растут крупные и красивые листья на опоре. Видите? То есть размер листвы увеличивается. Листья становятся намного крупнее. Не намного, не прям 20 раз, но крупнее, чем если эти растения растут в ампельной форме. Например, вот такой вот Сциндапсус экзотика, когда он растет в ампельной форме, у него начинают становиться междоузлия, то есть расстояние между одним листом и другим становиться достаточно длинными. Я замечал сам по себе, изначально он у меня рос в такой форме, да, тень такая не очень отбрасывается, изображение, но ничего страшного от того, что растение большое. А когда же он растет на опоре, друзья, то расстояние становится меньше и листья становятся крупнее. Соответственно, эстетика улучшается, так как в природе, в натуральных условиях эти растения растут в джунглях, плетутся по стволам и других деревьев, да, к свету, и их листья становятся крупнее и крупнее. Если же они растут как ампельные, то листья становятся мелкими, это неизбежно. Поэтому вот такой переход на опору, он мне очень помог. Вот я взял 2 этих столба, которые я вам до этого показывал. После этого я взял рейку, да? 2 этих столба я воткнул в горшок. То есть, грубо говоря, вот так у меня горшок, уже с грунтом. Да? Сейчас я никому ничего втыкать не буду, поэтому показываю, так сказать, надо включить воображение. Вот так я в этот горшок, да, я воткнул 2 моих столба. Вот таких, на нужном мне расстоянии. Замерил расстояние между одним и другим столбом, то есть расстояние, которое у меня получилось. Я после этого взял обычную рейку, которую я купил в хозяйственном магазине. Они стоят копейки, то есть она была очень длинная. И аккуратно замерил нужную мне дистанцию, нужное мне расстояние. И вот такой вот ручной пилой, то есть любая домохозяйка может вполне это сделать. Не нужно ждать какого-то там мужчины, чтобы он вам это сделал. Вы сами все можете сделать. Друзья, все в наших руках. Вы отпилите аккуратно нужные вам фрагменты. В моем случае я сделал 4 фрагмента. И после этого я взял еще небольшое количество кокосового волокна от другого столбика, который у меня был маленький, абсолютно там, 50 сантиметров, был мне ни к чему. Да, поэтому я его раздербанил, так сказать. И я начал делать вот такие вот рейки, друзья. Давайте приближусь еще ближе к экрану. Смотрите, вот такие вот получились у меня рейки. Я их просто обматывал кокосовым волокном, брал веревку пеньковую, да, какую-нибудь бечевку любую, какая у вас есть под рукой, и ей после этого уже обматывал также по принципу кокосового этого столба. То есть вы видите, по большому счету выглядят они одинаково, да. После этого, то есть я обмотал,
И в конце я поприбивал вот такие гвоздики небольшие здесь, друзья. Я вам помещу сейчас фотографию отдельную на экране. Поприбивал гвоздики не до конца, то есть вбил гвоздик и взял плотную, сейчас я постараюсь отделить, плотную проволоку и сделал ее в виде вот такого крючка. То есть плоскогубцем я согнул, и получился у меня такой крючочек. После чего, дословно, я просто разжевываю, господа. Я взял этот крючок и этот гвоздик, который был не до конца вбит, и надел одно дело на другое. Вот так. И после этого уже забил до конца гвоздик. То есть благодаря тому, что у меня получились такие крючочки, я смог их, так сказать, не вбивая, ничего не приклеивая, да, уже имея мои столбы, сейчас я покажу на этом примере, да, хотя тут уже практически не видно этих лесенок, но вот вы видите, да, небольшие эти перешейки, вот здесь, например, такой. Я их аккуратно начал вставлять в кокосовое волокно уже имеющегося столба. То есть вот столб, вот здесь крючок, и я просто начал вот так закреплять это все дело. Видите, грубо говоря, когда их два, то есть речка наша полностью прекрасно становится и никуда она не девается. И все, таким образом вы можете регулировать высоту. Потом, например, вы поняли, что вам не нравится эта высота, да, для этой ступеньки, так сказать, назовем ее так. Вы ее вытаскиваете и переставляете на другую высоту. То есть вы можете регулировать, вы можете сделать 3 ступеньки, вы можете сделать 5 ступенек, вы можете сделать сколько вашей душе угодно и сколько вам непосредственно самим будет нужно. То есть я, честно сказать, абсолютно доволен этим результатом. Растения, посмотрите, вот обычный, да, и припремнул, тяжелый, правда, Marble Queen. Посмотрите, как он выглядит красиво, вот их 3, меня даже не видно. То есть растение очень пышное, да, если бы оно было, представьте, на одном столбике намотано на этом, абсолютно бы не было такого красивого у него вида, не было этой эстетики, не было бы такой пышности, да, и плюс свет попадает лучше на листья, которые находятся с другой стороны. Общий визуальный эффект шикарен, друзья, просто огонь. Вы знаете, я вот смотрю на них, они у меня стоят все в одной комнате, и смотрится это очень и очень красиво. Так что, друзья, пробуйте, все в ваших руках. Я уже сказал, это делается в течение буквально часа полтора вы потратите на все, пока вы отпилите, замеряете, потом замотаете все это бечевкой. Все у вас получится. Расходные материалы стоят достаточно дешево. Вот такие вот столбы мне стоили 4 евро по нашим ценам, да, евровых, в Леруа Мерлен. Все, после этого я все это скомповал, да, сделал, и получается очень даже оригинально и стильно, на мой взгляд. Все, друзья, надеюсь, ответил на ваш вопрос, как я делаю эти столбы. Всем, кому нравится, делайте, всем, кому не нравится, не делайте. Всех вам благ и до новых встреч. Пока-пока.